Первый крик не прозвучал так, как должен был. В нем не было силы, уверенности или обещания выживания. Лишь слабый дрожащий звук, почти теряющийся в сухом ветре над растрескавшейся землей. На рассвете новорожденный жираф пытался встать, но его длинные ноги снова и снова подгибались, будто сам мир отталкивал его. В дикой природе первые минуты решают все. Либо поднимаешься, либо погибаешь. Но для него дело было не только в том, чтобы встать. Нужно было быть принятым. И с самого начала что-то шло не так. Стадо уже уходило. Высокие грациозные силуэты двигались вперед без колебаний. Жираф отличался. Его окрас был бледнее, движения неуверенные. В мире, где слабость привлекает смерть, любое отличие становится угрозой. Мать на мгновение задержалась, глядя на него, разрываясь между инстинктом и чем-то большим. Но все же ушла вслед за стадом. Оставшись один, он снова попытался подняться. Ноги дрожали, тело падало на землю. Солнце поднималось все выше, жара становилась невыносимой. Внутри все кричало: двигаться, догонять, выжить. Но тело не слушалось. Со временем издалека донеслись звуки, тихий, зловещий смех. Гиены, терпеливые, ждущие момента, когда борьба закончится. Жираф с трудом поднял голову, попытался ползти, но был слишком слаб. Запах страха уже привлек опасность. Казалось, все закончится, как обычно в дикой природе, без шанса, без чуда. Но что-то изменилось. Вдали двигалось стадо слонов. Их шаги были тяжелыми и уверенными. Впереди шел слон, опытный, внимательный. Он остановился, поднял хобот, словно почувствовал что-то тревожное, и повернул в сторону жирафа. Остальные последовали за ним. Когда они приблизились, стало ясно: перед ними существо, которое не должно быть одно. Жираф лежал в пыли, почти без сил. Вдалеке кружили гиены. Молодые слоны колебались, это не их борьба. Но слон подошел ближе. Его огромная тень накрыла жирафа. Тот вздрогнул, ожидая худшего. Но вместо этого почувствовал мягкое прикосновение хобота. Гиены начали приближаться. Тогда слон сделал шаг вперед, тяжелый, уверенный. Этого оказалось достаточно. Стадо сомкнулось за ним, образуя стену силы. Гиены отступили. Но слон не ушел. Он остался, понимая, если сейчас уйти, жираф все равно погибнет. Он снова подтолкнул его. Жираф пытался встать, падал, снова пытался. И слон не отступал. Снова и снова поддерживал его. И, наконец, жираф поднялся. Слабо, неровно, но достаточно. С этого момента началось невозможное. Слон не оставил его, замедлил шаг, держался рядом, защищая. Стадо, хоть и с сомнениями, пошло за ним. Путь стал тяжелее, жара усиливалась, воды было мало. Жираф часто падал от усталости. Стадо начинало беспокоиться. Каждая задержка была опасной. Но слон не бросал его. Когда тот не мог достать листья, ломал ветви и опускал их. Когда отставал, ждал. Когда появлялась опасность, становился непреодолимой защитой. Дни сменялись неделями. Жираф менялся. Ноги крепли, движения становились увереннее. Страх в глазах уступал доверию. Он держался рядом со слоном, словно это было его единственное безопасное место. Но испытания не закончились. Однажды ночью, в тишине перед бурей, появились львы. Они окружили жирафа, готовясь к атаке. Но слон уже двигался. Он встал между ними, расправил уши, издал глубокий предупреждающий звук. Стадо мгновенно сомкнулось вокруг. Львы колебались. Голод толкал вперед, но сила перед ними была слишком велика. Тогда слон бросился в атаку. Его мощь разорвала тишину, и стадо поддержало его. Львы отступили. Жираф остался невредим. Прошли месяцы. Тот, кто был слабым и брошенным, стал сильным. Он больше не просто выживал, он жил. Да, он отличался, но больше не был один. В мире, который его отверг, одно существо выбрало его. Иногда в дикой природе есть не только борьба за выживание. Иногда там появляется нечто неожиданное, то, что нельзя объяснить одними инстинктами.